Всем привет, вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. С нами сегодня Максим. Привет, Максим. Привет. Привет. Так, и его, замечательный нет, мы сейчас разберемся, но какое-то оружие. Какое-то новое оружие. Какое-то новое оружие. Я его снимаю первый раз. Это у нас Курбатов. Значит, Arms, 308 калибр. Ну, короче, платформа Арка. 7,62 на 51. Да, если быть точным, 308 калибр. Правильно все. Арка, по-русски говоря, очередная. Поехали. Давайте покажем, как она выглядит. Вот она, классическая, типичная платформа Military, а гражданинная называется AR. Так, это у нас, Макс, по-моему, AR 15. все-таки 15, то есть 20 дюймов ствол. Да, AR-15. AR-15. Ствол карбонизированный. Ствол карбонизированный, что бы это ни значило. Я не знаю. Да, так, давай разбираться. Я думаю, для моих подписчиков, для граждан, во-первых, давайте-ка мы все-таки... тут кнопка же у нас сброса магазина. Да. Нет. Которая хуй сбрасывается. Она вот здесь находится. Ага. Вот. Да, сбросим. Вот под палец удобно. Вот, кстати, да. Ну, покажем людям просто, что Да. он не заряженный. Так, очередная, значит, AR-15, только уже в исполнении от Курбатова. Я ее вижу, честно говоря, первый раз, как и многие, я думаю, наши зрители. Оружие редкое. С Максимом мы в разговоре случайно выяснили, что у него есть вот такое оружие. На, вот тебе, Максим, пожалуйста, держи. Самый интересный, давай вопрос начнем. А почему она? Почему от Курбатова? А потому что не хотелось покупать что-то наподобие сайги. Оружие было выбрано для загонной охоты. Угу. Вот. Значит, для вышки у меня Меркель в двух стволах. Снимем попозже. Да, Меркель RX Helix Ultra в калибре 30.06 и в калибре 243. Мультиствол меняется за буквально несколько секунд. Давайте пока про Меркель не будем. Да. А то Значит, я для загонной охоты у меня было оружие Benelli Argo в калибре 30.06. Хорошее. Я с недавних пор его продал. Ага. Вот, патроны нынче для калибра 30.06 очень дорогие. Вот, в связи с этим я выбрал калибр 308 и вот эту единицу оружия. Надеюсь, что оно будет надежное и прослужит верой и правдой. Ты с него вообще не стрелял? Нет, я только пристреливал, значит, стрелял на 150 метров с упора, гонг на ловчем, через яму, ну, то есть практически в яблоках. Ну, понятно. Ну, да. Кто не в курсе, для 308-го 150 метров это, ну, типа, как нам вот шагнуть на метр. Вот так. Ну, наверное. Вот поэтому опыта нету, поэтому купил к нему, значит, одноточный ремень Макпул. Но, на мой взгляд, он очень удобный. Конечно. Для загонной охоты этот ремень, ну, на мой взгляд, наверное, самое лучшее, что можно было придумать. Да, потому что покажем людям, что чем основное отличие, ну, не будем сейчас вдаваться там в стволы и так далее, в нарезы. Тут, понятно, нарезы с Military отличаются у системы AR, у платформы. Но у Military у нас здесь такая ручка есть. Я в ловчем, не знаю, видел это видео, нет? Мы снимали там китайскую новинку, которая М4. Ну, можно было удобно нести. Да. Американцы вот в армии вот эту тему используют. Я на самом деле, Макс, на охоте, хочу тебе сказать, мне на ружье реально этой темы не хватает. То есть, ну, когда вот пешим, да, там зайца, еще кого-то идешь, блядь, тут устал, там устал, сука. Вот так его несешь, твою мать, блядь. Смотришь, чтобы Диман у меня с этой стороны был, а ствол сюда смотрел, ну, мало ли что. Блядь, вот так был раз. Я в итоге ружье нашел вот так. Вот, американцы молодцы. Безусловно. Вот, этим вот она отличается. Тут у нас... В плане производства оружия добавить надо. Конечно. Мы за Россию. Естественно, мы патриоты, понятно. Мы сейчас говорим про оружие, но это огромная там индустрия. Там триллионная, наверное, если что говорить. Тут у нас что интересно. По всей длине... Планка Вивер. За каким-то хером, я, честно говоря, не знаю за каким, идет, мужики, если кто там у нас, Жейк Кабан, напиши, на кой хуй тут этого, потому что у него тоже есть система AR, Богдан, ну или ты, у Богдана их, я не знаю вообще сколько, блядь, мы у него снимали AR-ки, типа, Макс, цена от 500 тысяч до там 7 миллионов, что ли, за AR-ку за одну. Ну, как говорится, каждому свое, пожалуйста. Кстати, что хочу заметить, еще примечательно, здесь сразу нарез под банку.
То есть не нужно дополнительно ехать в оружейную компанию. Я на Меркеле нарезал. На стволе 3006 я нарезал, летал в московскую оружейную компанию, ну, где-то там в районе Химика она, по-моему, находится. И то есть делал это абсолютно легальным образом, нарезал, значит, под банку. Здесь этого делать не нужно. Могу сказать, почему у Меркеля. У них просто такая тема, что он, ну, в охоте они, европейцы, не используют, как правило, никакие ДТК. Это все-таки Меркель, это дорогая вещь, это классическая вещь, да. И она, Макс, поэтому. То есть в наших, понятных условиях хочется дополнить, ну, я думаю, я здесь банку ставить не буду, потому что это оружие я купил для загонной охоты. На загонной охоте нежелательно использовать ДТК, потому что, ну, как бы сам понимаешь. Да, однозначно. То есть безопасность превыше всего. Однозначно. Ну, у меня ощущение, если честно, игрушки в первую очередь складывается на ринке. Кого-то я вот на ринку опять себе взял. Ну, то есть обычная система АР. Я их, если честно сказать, очень сильно люблю. Сегодня, ну, постреляем. Я с них еще и очень хорошо стреляю по какой-то причине. Это прям вот это моя вот, да, история с ними. Ну, видимо, ты тренировался. Ну да. Вот. Ну. Так, что у нас, Максим, здесь? Это, давай скажем, это сток. Да. Я ничего здесь не делал и, наверное, скорее всего, делать и не буду. Я бы также, да, поступил. Стоит она? В районе, я ее покупал пару лет назад, в районе 200 тысяч. Ну, вроде бы сейчас они стоят 250 где-то мы залезли, посмотрели тысяч, с Катюшей, да, он 250. 250 тысяч. Сейчас мужикам опять за кадром все-таки нас смотрят, Макс, как правило, люди, ну, как я, вот среднего класса, обычные люди. Мы не говорим, что это дешево, не говорим, ни в коем случае. Ребят, это деньги, 250 тысяч. Но арки американских производителей, когда доезжают до России, стоят 2 миллиона, 2 300. 3 миллиона, блядь, 5 миллионов. Впрочем, и любая, наверное, иномарка, если мы сейчас будем параллели проводить с автомобилями. Да, так и есть. В США это все стоит там каких-то копеек, их вот эти все крутые вещи. Я даже посмотрел, нашел, мы арку снимали за 7 миллионов с лишним. Короче, в США на Максим стоит 4300 баксов. 4300 долларов. Да. А здесь? А здесь 7 миллионов почти. Я в 2012 году был в командировке в Техасе, в Хьюстоне, и зашел в оружейный магазин. Я абсолютно был тогда равнодушен к оружию, но вот такая берета, вот такого размера, стоила 500 долларов. Курс тогда был 30 рублей. То есть на наши деньги это было 15 тысяч рублей. Да. Травматическое оружие в тот момент стоило больше 20-ки у нас. Да, ну вот к этому мы и идем. Так, давайте, что я тут вижу, значит, понятно, у нас вот это вот любимая вся выбран лишний металл для того, чтобы остывал ствол, но на самом деле просто металл выбран лишний. Ну, наверное, да. Ствол здесь... Оптимизация затрат. Оптимизация, да, ствол здесь, наверное, не матчевый, но он, во-первых, короткий для матчевого ствола, и он тонкий. Второй момент, здесь у нас, понятно, она перезаряжается газами, как и все у нас автоматические винтовки, автоматы, блядь, как угодно. Понятно, тут перезарядка газами. Это у нас, если кто вдруг не знает, мужики, первый раз меня смотрите, если у вас патрон не дослался, мы вот так ручкой делаем, и он туда досылается. Кстати, классная придумка на самом деле. В условиях особенно вот охоты какой-то такой. А на военной версии тоже самое? Обязательно, обязательно, конечно, Максим. То есть вот она специально. Она под пальцем, если надо, вот они. В фильмах теперь, вот кто будет обратить внимание, Рэмбо все и так далее, смотрим, обратите внимание, они так делают, досылают. То есть не надо вам вот эти все движения делать, а вот бах, и дальше, в принципе, ведем огонь. Ну, если кабан, не дай бог, там, блядь. Я тут с главным охотником Самарской области, Макс, мы виделись. И он говорит, там к одному, ну, скажем, не будем говорить, кому, у него там свой зоопарк, блядь, огороженный, за 150 миллионов забор человек построил. Ну, привез туда всяких животных. Есть возможность. Да. И он говорит, идем вот так. Кабан 500 килограмм. Он там живет у него, не знаю сколько. И он говорит, я его вот так смотрю, и кабан, говорит, вот так на меня, метров 50, ну, 50-70, вот так. Так, что ты, мол, меня? Кабан говорит, что, блядь, говорит? А я, говорит, 50 лет охочусь. Я говорю, да ну нахуй рыбаком стану. Я, говорит, развернулся и вот так вот аккуратненько, блядь, тынь-тырынь, блядь. А потому что, ну, 500 килограмм, как бы, хотя на Макс, я думаю, 308-м, но он с ружьем был. Слушай, поэтому... ну давай так, я 308-й, он очень близок к калибру. Хотя я сейчас хотел сказать, что я с Меркель стрелял 2 года назад с Бинелли Арго.
Вру, калибр у меня был 30.06. 30.06. Ну, он чуть побольше. По Ну, сути, чуть, да, дела, чуть, да, у тебя да. диаметр пули такой же, Такой же, 7,62. да, просто гильза Просто больше, у тебя да. не 51-я гильза, а 63-я. 63-я, Вот. да. Ну, я стрелял лося 400 килограмм. Вот. Метров со 100. Да, да, нормально. Ну, я Я знаю, его можно- сначала остановил, далее я его положил вторым выстрелом. Мгм. Поэтому я думаю, что 500-килограммовый кабан с 308 калибра, Да, однозначно. я думаю, что по-любому он его и остановит, и заберет. Единственное, да, Макс, что опасно, что он, говорит, рядом был, что 70 метров-то. И у кабана все-таки мозг-то не такой большой. И вопрос просто, ну, насколько, да, ты его в нужную точку попадешь, чтобы он до тебя не успел добежать. Ну, Он- все зависит от того количества патронов, которые Вот у тебя, я и говорю, да, которые у про тебя это. снаряжена винтовка. Если кто, мужики, 500 килограммов кабана увидит, да ну я нахуй. Я бы залез на дерево, блядь, и стреляй сколько хочешь оттуда. Причем покрупнее дерева, потому что кабаны такие парни, блядь. Дальше, что мы тут видим? Понятно, сброс магазина мы определили раз. На самом деле, часто еще делают, Максим, вот здесь, да, сброс магазина. Вот она. Мгм. Вот он. Это до сброс. Она двойная кнопка. А, вот как. Да, потому что кому-то с этой стороны дом, кому-то с Ну, этой. может быть. Я поэтому искал ее вот с этой стороны. Здесь нет. Ну, очень удобно, да, все. Абсолютно. Эргономика тут. Абсолютно. Все, вот оно, все работает. Спусковой крючок, здесь ход достаточно маленький, но это мы сейчас постреляем, посмотрим. Так, в принципе, в целом магазин на 10 патронов Ну, у нас. где же на 10? Он на 20? На 20, на 20. Да, да. Но написано на сайте на 10. Почему? Потому как охотиться нельзя с 20 патронами. Если, блядь, кто не в курсе, я закон об охоте, кстати, приложу. Внизу, кому интересно, мужики, почитайте. Все читать не надо, там прям отдельно нарезное оружие, Поэтому мне гладкоствольное было и так интересно, далее. почему здесь 20. Вот, Максим, поэтому. Это То не есть- военное оружие. Конечно. То есть смысл, да, в чем, мужики? То есть вы на стрельбищах и так далее, поэтому производитель так делает. Ну и красивей. Согласен. Десятка, он что там, Согласен, вот. согласен. Творожок, я извиняюсь, там не будем, дети нас смотрят это. Вот, но на охоте, если вы не в частных особенно угодьях, там еще что-то, хотя и в частных запрещено во многих. То есть если у вас егерь возьмет с полным магазином, с 20-кой, ну тут в зависимости, кто вы и кто хозяин охотоугодий. Базар может быть совершенно разный, совершенно разный. Ну я нахуй. 10? Во, блядь. Во, просто. Я не знаю, кого там валить с 10 патронов, если честно. Но если вы совсем, блядь, рукожопый, ну тогда и на охоту, наверное, не надо Не ходить. надо. Надо сначала надо. походить, блядь, на стрельбище чуть-чуть, да? Потому что мы тоже, я насмотрелся, блядь, за свою практику. Дальше что? Приклад у нас, соответственно, регулируется. Так, точно. Под любого стрелка. У тебя рост какой, Максим? 1,86 м. А, ну хорош. А у меня 1,75 м как раз. Ну и нам он обоим отлично подходит. У меня Диман тоже 1,86 м. Коллиматор, Максим. Почему коллиматор? Нет. Какой коллиматор, сколько стоит? Слушай, ну я его Просто покупал, если помнишь. Я его покупал еще, по-моему, на Бинелли На Арго. Бинелли? Ага. Если не ошибаюсь, это Холосан. Холосан. Он это аналог, точная китайская копия шведского. Скажи мне, как он называется? Не знаю. помнишь? Не помню. Ну, то есть, скажем так, это... Конечно, недорогой. Это недорогой. Не помню, ну, может быть, 1020, может быть, 30 он стоит. Не помню уже. Зажрались, ребята. Видите, у нас тут недорогой, говорит, за 30 тысяч. Да ну нет. Он, ну сейчас, да, сейчас он может в районе 30-ки. Был он, да, где-то 1017 на 20. Ну, может быть, я не помню Да. уже. Да. И это хороший, я с ним не первый раз сталкиваюсь, с этой фирмой. Это хороший У Китай. меня еще есть Прям для хороший. загонной охоты, у меня есть еще Люпольд, Мгм. загонник. Вот. Но я почему-то предпочел загоннику коллиматор. Ну, на мой взгляд, он все-таки удобнее. Да мне тоже, да, если честно, коллиматор Да. больше У нравится. меня еще есть призматический прицел, О. который на лешем стоит. О, Ну, а я, ну-ка мы щас попозже, я так ага. и не разобрался, в чем разница между призматическим и коллиматорным. Ну, то есть, там просто, тут здесь точка, там сетка. Там сетка, Да. да. В чем разница, принципиально, я не понимаю. Ну, типа, как объяснить? Вот если ты визуально глазами видишь, что ну, цель дальше, например, и ты по этой сетке как бы типа того уже должен ориентироваться. Выше поднять, ниже поднять. Ну, вот и быть все. может. И, ну, это для этого огромный настрел нужен на конкретном оружии с конкретным прицелом. Вот так. Поэтому я выбрал вот этот вот Да. коллиматорный прицел. Да. На мой взгляд, цена-качество абсолютно соответствует. Да, 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 да. Он стоит уже у меня на второй единице оружия, и я доволен. Ну, вот я что, знаешь, что, Максим, хочу тебе сказать? Я вот до этого думал, что я новинку буду брать китайскую. Я не знал просто, что Арки делает, во-первых, Курбатов. Я вообще не знал, кто такой Курбатов, скажу прямо и честно, как многие наши зрители, я думаю, да. Лобаева все-таки мы освещаем. Ну, Лобаев это другое оружие. Это Мгм. тяжелое снайперское оружие, которое очень хорошо работает, на самом деле, если его довести до ума. Сделаем поправку. Про Курбатов я... Вроде, знаешь, что-то доктор Курбатов, что ли, был по телевизору. Вот Ну, что-то был такое. такой, был такой, Вот, да, поэтому да. фамилия знакомая.
Я, конечно, себе теперь ее куплю. Я абсолютно случайным образом приехал в магазин 13-й калибр в Москве. Угу. Приехал за патронами для стендовой стрельбы. Угу. Вот. Нет, вру, не для стендовой, я для 3006 покупал патроны, потому что, значит, новосибовских патронов не было нигде, они были только там. И прилетев в командировку, я, значит, на обратном пути перед Шереметьево я заехал купить там 5 пачек, по-моему, себе и увидел вот это оружие. Я спросил, кто производитель, мне сказали, что это Курбатов. И как раз-таки вот этот магазин 13-й калибр, он находится прямо около Шереметьево. Там деревня Черная грязь. Вот 13-й калибр, по-моему, то ли они представляют Курбатова, то ли это курбатовский магазин, я не понял. Но фишка в том, что увидел вот эту единицу я там. Единственное, она была в другом калибре. Вот. После этого я списался с Курбатовым, он мне, значит, ответил в почте, что данное оружие продается у нас в магазине Охота Мания. Я приехал к ребятам, они меня записали в очередь. Записали в очередь 2 года назад. И реально, там, когда подходила моя очередь, они меня буквально чуть не кинули. То есть я после того, как я списался, созвонился с Курбатовым, он позвонил Галию, и только после этого мне позвонили, сказали, приезжай, забирай. Прекрасно. Да. Ну, нас уже не кинут. А то мы все осветим в обязательном порядке. Сейчас они уже есть в наличии. На тот момент как раз началось СВО, и, вероятно, были... Ну, ребятам на нужды, понятно. Были какие-то, видимо, прорехи у них. И дай бог, чтобы, да, ребят наши, это все хорошо, чтобы было. Бывает, короче. Ну, безусловно. Ну, класс, Макс, если честно, реально, я прям обрадовался, когда посмотрел цену, да, мы, Катя, вчера, что ли, лазили. Я такой, типа, 250 тысяч. Думаю, 2,5 миллиона? Блять, нет, 250, 0. да? 250 тысяч. Ну, хоть Курбатов мне не отвечает на письма, кстати, ай-яй-яй, хотя бы мог ответить что-нибудь, но класс. Так, ну чё, забыли сказать, Максим, ё-моё, про гель-то. Да. Он тут у нас лежит, кстати говоря. А что это вообще за субстанция? Вот, это у нас, значит, баллистический гель. Короче, кому надо, у меня там контакт мой есть, вся хуйня. Есть потребность в нем? Бывает. Для чего, Максим, это используется? Нет, вопрос, конечно, очень интересный, если честно. Мы сейчас наглядно посмотрим, как у нас проникает пуля. То есть баллистический гель имитирует живые ткани. Вот так, ну без костей, понятно. То есть, грубо говоря, животик животного, ножка жирненькая, лосика, кабанчика. Так. И мы смотрим, как проходит пуля, какой она оставляет след, разрыв, мясо, там, что внутри происходит. Потому что мы-то все это на самом деле уже смотрели, но сейчас посмотрим все-таки в 308 у меня не так много этих видео. Вот. Классная штука. Причем, Максим, я до этого делал самодельный гель сам. Его можно из желатина, из пищевого. Но он мягче, если честно, этот жестче. Я же не знал, как настоящий должен выглядеть. Я вроде написали консистенцию, ну там тоже смотрел американских стрелков. Вот они вроде сами тоже там фигуры всякие выливают, я так и развел. Но вот это реально жестче. Вот, линейку прислали. Кстати говоря, то есть там жесткая упаковка ее присылают. В комплекте такая вот, ну прям жесткая. Линеечка, мужики, это чтобы когда ты расстроился, раз там померил что-нибудь, и сразу настроение поднялось. А у кого? И не очень. Вот. Ну, классно. Короче, в каком городе производит? В Москве. Кому нужен будет, пишите мне, звоните. Стоит 6 тысяч рублей вот эта штука. Она многоразовая, Максим. То есть это не обязательно, что мы там сейчас постреляем и все, конец. Нет. Ее можно там... Каким образом она восстанавливается? Ссылочки в описании. В духовку, Максим, ее. И она... Вся, ну, пуля, естественно, оттуда, если застрянут, извлечь надо. И можно любую форму залить. Я думаю, мы что-то прикольное сделаем. На самом деле, да. там, не знаю, как в 9-й роте. Ну, что-нибудь, да. Что-нибудь такое. Вот. По поводу охоты-угодий Максим не сказал. Кто вдруг не знает, мужики, в законе об охоте написано, что мы пристреливать свое оружие имеем право на территории, охоты-угодий. По крайней мере, на территории всех государственных охоты-угодий мы имеем право вести пристрелку своего оружия. Правда, того, на который у тебя открыта лицензия. Ну, то есть, если на утку, ты не можешь Курбатова там пристреливать, понятно. Да. Соответственно, если у тебя на какую-то дичь, на которую допустимо с нарезным оружием охотиться, ты можешь выставить гель в поле. Естественно, желательно стреляя вниз. Ну, я надеюсь, все, да, понимают, что не надо, туда стрелять. Потому что эта пуля летит на 4 километра, если вдруг кто не знает. Пожалуйста. То есть вы можете вести, так сказать, пристрелочно-тренировочную стрельбу.
на территории охотохозяйств. Если мужики в частных охотятся, лучше там уточнить, чтобы не давали по башке. А то у нас тут есть кое-какой дядя в Самарской области, не будем говорить фамилии вслух, очень серьезный дядя. В его охотугодиях шалить нельзя совсем. Ну да, они где-то находятся в районе Нового Буяна, да? Да. Вот именно Бенарадка, этот дядя. Бенарадка, Новый Буян. Да, у него их много, это очень серьезный дядя. Лучше не шалить там. Максим Возможно. у нас занимается, спортингом, стендовой стрельбой. Ружье его сейчас мы тоже там чуть попозже покажем. Криков. Black Edition. Да, это вам не Курбатов Армс. Будем говорить прямо. Совсем не Курбатов. Но это Бентли в Да, мире ружей. это даже не Лобаев. Мы, кстати, в НСК Ранчо, что в городе Новокуйбышев, ссылочки все, А что как произошло? всегда, в описании. Вот сейчас точно попал. Один раз мы ее сверху повредили. Так. Вон зашло. И 2 раза как-то снизу прорезало. Вообще интересно как-то. Ну непонятно. Я предлагаю, Макс, вот так стрельнуть. Давай попробуем. Чтобы Давай. мы уже точно знали, правильно? Попали, не попали и куда попали. Мне интересно, Григорий Александрович расстроится или нет. Мы ему не скажем, вы Да. тоже не говорите. Вниз положим. Да. Мы перевернем, да? Да. Да. Все, мы Чё, пустые. неужто через него проходит? Да, я стрелял по тарелочкам же. А, Всё. ты по тарелкам Да, стрелял? я все их взял. Понял. Я с милитари говорю, здорово стреляю. Все, мы пустые. Вот он. Ну все. У нас открытый, пожалуйста. Так, ребят, смотрите, итоги каковы. 308-й. 2 входа у нас. Вот он. Вот они, 2 выхода у Максима, как раз как он и говорил. Вон их видно прям, кстати, Макс. Красиво вообще внутри. Ох, красиво. Вон они, обрати внимание. Блин, ну здесь Ну вот вход Да, и вон выходы. да, вот здесь внутри, как смотри, интересно. Тоже прошла она у нас вот так. Пуля. Вот, кстати, еще один выход. Ага. По дуге, Макс, Я прошла. вижу. Вот, смотри, как красиво. Да. Здесь зашла, здесь ушла. Ну, да. Ну, красотища. Сейчас людям, нам всем напомню, почему когда-то приняли решение, Максим, уходить на калибры меньше, чем, допустим, 7,62 на 39, там, чем 7,62 на 51 натовский. Вот это, почему от них стали отказываться? Вот по этой причине. То есть, если мы говорим про военную операцию, Так. там еще про что-то, про войну, про стычки какие-то, про копов, про тех же, насквозь проходит и улетает пуля. Человек вот как как. бежал, так и бежит. Адреналин, вот эта вся история. Человек только потом понимает, что у него там нога прострелена, рука там легкая. Ну, понял. Вот вот поэтому я для охоты беру полуоболочку. Конечно. Вот как раз таки, чтобы не было насквозь, Да. чтобы она Конечно. заходила, Да. максимально, значит, раскрывалась, Да. и зверь ложился. Да, абсолютно та же аналогия, что я сейчас сказал. Соответственно, наш патрон 5,45 на 39, натовский 223, который придуман ранее был, наш в 1974 году, как бы официально стали выпускать. Он, заходя в тело, начинает вот такую штуку, блядь, делать. Мы на геле тоже все это проверяли. Страшная штука. Под эгидой, чтобы наносить меньше увечий людям, под эгидой, стали вот такие вещи делать. Потому что 308-й, повторимся, опять же, по кабану работа. Пока, ну там, кто у нас дикий-то еще? Да кабан только. Соответственно, вы его ранили. Так. Если вот такая пуля, он как, блядь, бежал, так и бежит на вас. А вы потом на дереве сидите. То есть, соответственно, полуоболочка. Только Да, полуоболочка да, у кабана, иначе будет вот, да. Дырка, блядь, в голове у кабана, мозг у него вот такой. И там его еще надо задеть, умудриться, блядь. Мужики, имейте в виду. Так, ребят, ну вот, показали, рассказали, по гелю постреляли. Супер, мне очень понравилось, если честно. Максим, спасибо большое. Да, тебе спасибо. Все, лайк, колокольчики, подписки. Пока, пока.